Саша, ну как называется-то? Ну, через экранчик видно кто. Мы пришли в русский магазин, называется «Русская родня». Храм Святого Саввы в Белграде – символ сербской столицы и один из крупнейших соборов мира. Церковь на вершине холма Врачар сербы решили построить в конце XIX века. Место выбрали не просто так. Говорят, тут в конце XVI века по приказу турецкого военно-начальника сожгли мощи святого Саввы Сербского. Своей величественной простотой храм напоминает лучшие византийские сооружения, и это не случайно. За основу архитектурного плана был взят Софийский собор в Константинополе, ныне музей Айя София. Впрочем, храм все-таки выглядит по-сербски благодаря характерным для Балкан 4 башенкам, окружающим центральный купол. Строительство его началось в 1894 году. Почему-то по планировке мне храм Христа Спасителя напоминает. В нижних этажах здесь тоже как бы концертный зал. Ну смотри, девушка в короткой юбке, нет никаких этих, что шляпки помогутся. Массивная люстра. Это ж люстра? А то скажу что-нибудь не так, все в чувствах там обидятся. Освещение интересное, скажи. Миллион свечей. До 1939 года возвышались одни стены, затем строительство застопорилось из-за Второй мировой войны, и возобновились работы лишь в 1986 году. Храм был открыт официально в 2004 году и сегодня может похвастать внушительной площадью более 7,5 тысяч квадратных метров. Без комментариев, да? Значит, кто-то ее здесь все-таки отдирал. И вы снова на канале Knabi Go, и мы сегодня опять в Белграде. Мы будем рассказывать, что мы переводим? Я не знаю, вам рассказывать, что мы переводим? Мы в Белград сегодня поехали по делам, потому что мы наконец-то собрались делать права. Мы поехали делать две вещи. Первое. Мне нужна доверенность для человека в России. Для этого сделали российскую доверенность по образцу, который мы взяли с посольства МИДа. Я записался на заверение в МИД российский. Посольство. Но, конечно, там запись на 3 месяца вперед, поэтому ждать смысла нету. При этом как бы даже неизвестно, через 3 месяца получится записаться или нет. Для этого дальше нужно найти переводчика. Мы как бы говорили, что у нас вот есть рядом с нами Антонелла. И она еще оказалась в Белграде работает. Ну да, она и здесь, и там работает. Она, значит, заверяет перевод. Дальше мы отнесли его к местному нотариусу в Белграде. Нотариус заверяет. Дальше она опять берет теперь уже переведенный, заверенный нотариусом доверенность, переводит на русский, заверяет сама, и у вас получается 2 экземпляра доверенности, которые вы можете передать уже в Россию
России человек с этой доверенностью может представлять ваши интересы. Ну, в зависимости от того, какой вид доверенности вы делаете. Но мы в курсе о том, что есть договоренность стран между Сербией и Россией, но все равно решили на всякий случай подстраховаться, потому что, как вы знаете, не все знают законы, и потом будут вам предъявлять, что обязательно надо перевод и так далее. Не, ну в любом случае, как бы, да, как пройдет процесс в России, мы опять же об этом расскажем, получилась ли эта доверенность действительно или нет. И также мы хотим поменять права. На это мы также, значит, сделали скан водительского удостоверения с передней и задней стороны, сделали перевод, который потребуется нам для обмена водительского удостоверения. Да. Весь процесс мы дальше еще расскажем, потому что вроде как пишут, что нужно делать медицинскую справку для получения, а кто-то нам говорит, что можно, придете так, заполните бумажки и вам просто поменяют. В любом случае, в каждом отделении все всегда по-своему. Все говорят разное, поэтому будем вас информировать. Да, при этом, как бы, если вы помните, Россия решила не обновлять водительское удостоверение, и у меня водительское удостоверение по срокам как бы просрочено. И опять же, интересно, получится ли мне заменить. Вот мы спросили, нам говорят, что в принципе должны заменить, но посмотрим. И если вы не знаете, то посмотрите продление прав на 3 года, что там написано в ГАИ и на сайте госуслуг, то у тех, кого кончаются права в 2021 или в 2022 году, они автоматом продлеваются на 3 года. Ну, то есть, а для другой же страны какая разница? Они же не знают этого, да, и они не обязаны это знать, поэтому ну будем да, чисто теоретически, если вы едете с российскими правами за границу, и они у вас просроченные, вам могут возникнуть вопросы. Поэтому будем узнавать, как что. И мы сегодня пойдем погуляем, а вечером мы 3-й раз пойдем в крокодил. Классная. Мы идем по улице Негошева, сейчас пойдем в сторону галереи, и хочу отметить просто, что здесь вот стоят домики, у которых еще старые, как они называются-то? Кто старые? Короче, вот на верхних этажах рольставни новые пластиковые, а на некоторых еще открывающиеся створки. Саша, ну как называется-то? Что? Короче, мы тупенькие, я забыл, как называется то, что закрывается перед окном. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот деревянные, если видите, на 2-м этаже. Створки, наверное. И они прям складываются в маленькую палочку. В общем, неандертальцы, правильно говорят. Сейчас опять напишут. Вы что-то употребляете, вы все время смеетесь. А что ты смеешься? День только начался, ты уже смеешься. Ну, потому что солнечно, потому что... Кстати, да, сегодня погоду обещали, что будет дождь, но, смотрите, вышло солнце. Не знаю, мне обещали солнце. А я час назад попросил солнце, и вот оно вышло. Ставни это называется. Ставни, ну вот, видишь, Саша, блин, я тебе 20 раз сказал, как называется, ставни. Ты просто меня поставил перед Роль? этим самым, что Я я с тобой должна шел, я тебя не ставил. срочно сказать. Вот Ага. я вспомнила ставни. И оказалось, что мы еще нашли тут какой-то рядом блошиный рынок. Но здесь, смотри, на такие блошиный невысокие рынок домики. мне лучше с мамой ходить. С Сережей ходить на блошиный рынок невозможно. Да, Нереально. там воняет. Кто хочет сходить со мной на блошиный, пишите в комментариях. Опять какой-то белградский герой. И опять Free Assange. Кстати, вот закрашенное граффити, кое-кто здесь был нарисован, его опять закрасили. Непорядок, надо разрисовать снова. Ты понял, кто? Да. Ну, через экранчик видно кто. Это мы зашли в закоулки рядом с центральной улицей в Белграде. И здесь вроде как уличная галерея.
Так как мы приехали сегодня очень рано в город, а встреча у нас только вечером, мы хотим зайти в какие-то некоторые отмеченные точки Сашкой в городе. Вот идем какими-то подворотнями, параллельно с, так сказать, с центральной, наверное, улицей, которая приводит на площадь Республики. Вон какая-то еще галерея. Здесь какие-то палаточки, но что-то как будто все подзакрыто. Так как зима, фонтан не работает, но будет потеплее. Здесь еще будет фонтанировать. А над головой веники висят. Да. И метла. А на метле невидимый кто-то с руками. Даже до сюда добрались, смотри, Новороссия, механизированная бригада какая-то. Вот они любят тут какие-то портреты рисовать. Нет, чтобы Игорь Иванович нарисовать? И братьев из 7 класса. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Нам тут написали в комментариях, что мы, видишь ли, недовольны облицовкой дома. Я вообще не понимаю, почему это кого-то каким-то образом все время задевает. Да, даже так написали? Ну да, что типа, чё вы приехали, вы сбежали сюда от войны, чё вам до наших фасадов? Ну, если у вас у самих такое отношение к своим фасадам, то они, конечно, у вас такими и будут. А я в целом хотел, конечно, сказать, что странно, что государство никаким образом не следит за фасадами. Вот на улице княгини Любицы угол осыпается. И что, тоже жители этого дома должны его устанавливать? Как-то странно. Я думаю, что когда пишут так агрессивно, что это явно какой-то тролль, а не местный житель. На что отправляют тогда ваши налоги, что даже облицовкой дома заняться никто не может? Уличные кафешки — это вообще самая клевая история. Как бы, так как это рядом здесь с площадью Республики, мне кажется, что это все-таки центральная такая часть Белграда. И вот дом с какими-то там лепнинами наверху. Вот пес. Ну, пес прекрасный. И у него все совсем обвалилось. В доме явно уже никто, наверное, не живет, хотя ставни новые такие. И что, никто его не восстанавливает, значит. Кто должен его восстановить? Ну, наверное, как пишут, если дом, это я помню, квартиру выкупили, но не все же они выкуплены. Какое интересненькое место, смотри, какой слон разноцветный. Он типа хочет улететь, но ему гирю на ногу повесили. Классно. Креативно? Да. Это кафешка. Кафешка и какой-то магазинчик там внутри. А рядышком клетка вон. А клетка, это клетка слона? Слон из клетки сбежал, что ли? Да. Какой маленький домик затесался. Просто какой-то 2 этажа или там даже непонятно 3-й есть. А там, наверное, кафешка какая-то. Мы пришли в музей виски. И здесь написано, что магазин работает и бар работает понедельник до четверга с 12 до 12, но он закрыт. Там никого нету, ни людей, ни света, ничего. Музей-бар. Даже ни одной таблички, что я не знаю. Мы закрылись, переехали. Будут они работать, не будут работать. Очень странно. Да. Кстати, еще хочу сказать по поводу
Вот кто-то там возмутился о том, что люди не должны работать в праздники. А ответьте мне, пожалуйста, а люди в скорой помощи работают в праздники? Какие-нибудь техники безопасности, электричества, атомных станций или еще что-нибудь не работают в праздники? Я думаю, что работают. Поэтому праздник вообще понятие такое относительно. Но сегодня человек поработает, завтра он будет выходной. И в чем проблема-то? Что за фраза такое? Люди не должны работать в праздники. А кому-то скучно одному. Вот он один, он такой, и ему хочется работать. Он не хочет сидеть дома. Почему вы заставляете его не работать в праздники? Прикольно, идешь так по городу, да, и натыкаешься здесь на частный дом, у которых вот дрова лежат. Собственно, здесь какой-то свой садик-огородик. И напротив многоквартирный дом с балконами. И музей науки и техники. А мы снова в районе Дарчел. Кто знает, где мы уже, когда мы уже были в районе Дарчел. Сергей не знает. Ну, вот относительно свежий дом. А рядом, у которого отваливается штукатурка. Местами прям совсем отвалилась. А вот где разрисовано, оно не отвалится, потому что краска скрепляет штукатурку. Мы прошли эту зону, где были какие-то железнодорожные пути. И вышли к этим жилым домам. Здесь так тихо, спокойно. Летом или в теплое время тут откроются явно какие-то кафешки с видом на Дунай. Что, здесь прикольно. Да, жителям этих домов повезло. Вот с квартирой, я так считаю. И цены не такие, как в Новом Белграде. Не знаю, интересно, сколько здесь стоит арендовать квартиру? Ну, не знаю. При этом, смотри, здесь люди тоже пытаются, чтобы голуби не садились на перила, ставить эти гвоздики. Но, как мы видели, голуби нормально садятся между этих гвоздиков, а также продолжают на тебя на голову срать. Погодка сегодня хорошая, светит солнышко. Баржи плывут. Хотя сегодня 1 февраля. Чайки летают, и вот какие-то черные тепло. птицы летают. Мы что сюда приехали? Ну, точнее, мы пошли, потому что виски-бар закрыт. Здесь вот какая-то промзона. Мы движемся в сторону места под названием Силоси. Это какая-то заброшенная... Не, ну не совсем заброшенная. Это и так люди с другой стороны ходят, поняла? Зернохранилище, которое больше не используется. Оно переделанное под такой... какое-то пространство, творческое... как артплей. Ну, это да. же тоже бывший завод. Пространство для творческих людей. Я не понял, откуда здесь люди прибегали, здесь река. То есть, мы шли, а в итоге нам, теперь идти обратно. Вот 3 мужика, которые одеты в спецодежду, они шли сюда до упора. Но они местные, они не знали, что здесь дальше некуда идти. Какие здесь у всех яхты стоят. Абрамович где спрятал свою? Вот там вот. Там Османовская. В кустах. Или вплавь. Вот знаете, это как та история, которую я вам рассказывал. Не, вплавь я опас, у меня шуба испортится. Вот за деревьями буквально здесь метров 200 находится этот Силоси. Но, соответственно, или перепрыгнуть через речку, или, мы сейчас опять обходом полчаса пойдем по земле. Вот, пожалуйста, здесь надпись «Нет войне» перед туннелем, который мы прошли. Который мы проигнорировали. И вот это, видимо, та самая дорога, которая ведет к Силоси. Судя по всему, это машины людей, которые, видимо, здесь где-то работают. Сейчас дойдем, посмотрим, что там.
Мы пока идем, смотрим на сеточку, которая закрывает эту территорию, там, где вот лодки на Абрамовича стоят. Здесь написано, что будет Марина Дорчол, сайт Марина Доркол. Нарисовано, что здесь будет, видимо, какой-то или жилой комплекс, или торговый центр. Так как мы еще недавно уехали из РФ, сразу первые мысли, что территорию огородили, деньги уже все разворовали, и на этой стадии все и останется. Но надеюсь, что они это все застроят. Мама сказала, что такая близость к воде пугает, и она думает, что там, где люди живут, там все в плесень. Мы проходим какую-то электростанцию. И, судя по всему, все-таки машины это работников. Здесь вот еще какой-то сервис. Жилой дом прошли. Но жилой дом здесь, наверное, прям вообще странно здесь тусить. И вот впереди уже виднеется, но справа явно заброшенное здание этого зернохранилища или неизвестно что. И я уже вижу раскрашенные бункеры, танкеры. Как они называются? Напишите мне, а то я, не помню это слово. Хранилище? Ну, хранилище. Силоси переводится как бункер. В том плане, что вот в нем хранится. И вот 3 бункера с росписями. Смотрите, при этом я реально вижу пылищу около вот этого здания, да, там, видимо, что-то сносят или строят. Здесь также припарковано много автомобилей класса «Газель». Как Сашка прочитала, здесь проходила новогодняя ярмарка, на которую мы не успели попасть. Но здесь проходят всякие тусовки для творческих людей. Как вы правильно почитали, здесь 4 раскрашенных бункера. Я сказал 3. Я пытался ввести всех в заблуждение. Вход на территорию свободный, шлагбаум открытый. Нам никто ничего не сказал. Попробуем, точнее сейчас найдем вход внутрь. Наверняка там какие-то площади есть, которые можно посмотреть. В целом я, конечно... вот. Силоси. С этой стороны, смотрите, тоже красиво все разрисовано. Здесь вот вход. Яна. Деревянные здесь сидушки. Холли щит рядышком находится. Не знаю, можно ли пройти вот сюда. Может быть, изнутри. Здесь даже, смотрите, ступеньки раскрашены. Но чтобы понять, что это нарисовано, нужно смотреть отсюда, да? Ну и что, мы что-нибудь поняли? Нет. И вот Дунай. Солнышко уже мальца зашло. И все-таки чувствуется февраль, немного прохладно. Дальше все как бы может туда пройти, но там уже ничего не раскрашено, поэтому я думаю, что там просто ничего нету. А дальше территория огорожена забором. Короче, я вот посмотрели в холле щит, да. Видимо, это туалет. Но он просто закрыт, так же, как и вся территория. Когда стоишь под этим силоси, под этим бункером, танкером, конечно, ощущаешь себя малявкой. Интересно, много ли они здесь людей собирают? Было бы интересно что-нибудь здесь провести в теории. Ну да. И отсюда вот есть проход как раз таки к тому месту, где паркуются эти
лодки. Смотрите, какая здесь современная скамья. Engo Planet. Powered by Sun. By Sun. Что у нас здесь нарисовано? Wi-Fi. Без звука, лампочка, батарейка. Можно зарядиться. USB. И когда солнце зайдет, видимо, оно будет светить. Но в случае дождя оно тебя не спасет. Ну, а ты еще и дождя хотел? Нельзя пройти мимо ни одного зеркала. Какой-то магазинчик. Там никого нет. Написано шоп. Шоп закрыт. Шоп закрыт. Там осталось лав. Ну что, мы Силоси нашли. Мы на Силоси посмотрели. Знаем теперь, где это. Пойдем обратно в город. Мы пришли в русский магазин. Называется «Русская родня». Тебе брать треску? Здесь вот мы нашли рыбки для пива. Сухарики. Красная икра Сашка взяла. Форелевую стоит 1200 динар. Здесь даже, смотрите, есть майонез ряба. И вон творог. Творог и творог. Майонез Махеев. Морская капуста различная. Сырный мир для тех, кто любит плетенки. Не знаю смысл сосисок с колбасой здесь есть. Селедка Матис, Русское море. Ну и сколько здесь стоит гречка? Сколько здесь стоит гречка? 550. Сколько? 550. 550 за какой вес? Полкило. А, нет, килограмм. 550 килограмм. А мы видели в Максе 140 за 100 грамм. за полкило. Не может быть там 100 грамм. Ну там маленький пакетик, Маленький, в короче. 2 раза меньше. 500 грамм. Кетчуп Махеев. Из знакомого что есть? Смотрите, даже верес в английском написании. А кабачковая икра есть? Икра из свеклы есть. Вот, икра кабачковая Емеля какая-то. Ну, некоторые бренды, которые я вообще даже первый раз вижу. Понятно, что надпись знакомая, молоко сгущенка. Магазинчик небольшой. Семечки Мартин, вот смотрите, для фанатов семечек. Кефир есть. И большой выбор красной икры. Вот горбуша какая-то, вот это от икров стоит 4200, здесь 200 грамм, большая банка. 100 грамм, соответственно, 200. Черный чай. Свинина. У нас индивидуальный батон. Кто хочет пельмени, вот тут пельмени есть. Почем? 650 динар. Да, Полкило. вот. Манты, пельмени, блины. Все есть. Даже хозяйственная мол есть за 200 динар. Вот женскую лапшу. $38.42. Черноголовка даже есть. Вон квас. Даже боржоми. Пожалуйста. Квас, боржоми. А квас мы и так где-то видели. Ну, а мы маленькую видели, а тут большой. Лидский квас, очаковский квас. 450. У нас будет ребенок. Нас как-то спросили в комментариях, сколько вы ходите. Вот мы сегодня натопали 14 километров.
И мы под вечер, конечно, утомились. И некоторые планы, которые мы строили на 7 вечера, мы решили уже отменить, потому что уже сил нету. И самое неприятное, что следующий поезд только через 2 часа, в 9. А в 7 нету? Это если бы мы пошли на мероприятие в 7. Ну, поэтому нам его и пришлось отменить, потому что у нас дома собака, кошка и ребенок. И дочь, да, еще там тоже. Поэтому в следующий раз у нас просто сегодня на утро образовались планы неожиданно. И эти планы, конечно, нам было очень важно сделать. Ну, походили вон по Дунаю, нашли интересное место. И вообще много точек интересных посетили. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до новых встреч. А завтра мы поедем в Нови Сад. Да. Ксюша На час. пойдет на занятия сербским языком. Что за занятие? А зачем мы едем в Нови Сад? На какие-то занятия, я не знаю. Сербским. Занятия сербским? Да. Я тебе уже это говорила, Сереж. Там будет группа подростков. Кому интересно, пишите в комментариях. Я вам скину ссылочку. Небольшая группа подростки от 12 до 17 лет, русскоговорящие. Это одновременно и общение, и новая информация. Да, четверг будет насыщенным. И стоит относительно недорого, потому что вот, допустим, мне какая-то девушка предложила занятия сербским, очень высокие цены. Нет, мне это не подошло. Вот Ксюшу отправила относительно высокие цены, занятия в группе, мне вот это Ты больше. цену ты можешь сказать или это секрет? Цена за месяц 4000 динар всего лишь. И сколько раз в неделю? 1 раз. 4 занятия. Я считаю, что это недорого. Занятия 1000 динар. Ну да. Ладно, все, пока, до новых встреч. Мы сейчас наш Яндекс Гоу приедет, и к нами Гоу поедет на Яндекс Гоу. Всем пока.